Друзья, в Zadco D5 вот такой вот маленький, миниатюрный и очень дешевый проектор. Но при этом очень и очень интересный. А знаете, чем интересный? Да потому что за $144, по крайней мере на момент съемки этого видео, вы получите плохой звук. Да, здесь плохой звук. Я вам сразу говорю, плохой звук. Вы получите плохую операционную систему с памятью 1 на 8. И, честно говоря, само собой мы понимаем, что его нужно использовать для сторонних каких-то устройств. Это мы тоже понимаем. Но вы получите, черт возьми, неплохую яркость. Да, за $144 вы получите всего лишь 7000 люмен. Хотя всего лишь раньше 7000 люмен это были самые топовые роутеры. Вы получите нативный HDR. Я, честно говоря, в шоке, потому что с внешнего устройства он дает пробрасывать сигнал 4К 60 FPS HDR 10. И при этом он его еще и декодирует. Вот это меня подкупило. Неплохое качество изображения, но про все аспекты я расскажу вам именно в этом обзоре. Давайте посмотрим, что же у него есть. С этой стороны у нас, пожалуйста, USB-шечка. А ну давай, лисица, поближе. USB-шечка. Вот такой вот у нас, видите, разъем для наушничков, AV, HDMI-чики 2 штучки, USB-шечка тоже еще одна. Здесь у нас фильтр для избежания, скажем так, попадания пыли. Но он съемный, хотя его сейчас снять, это нужно чем-то поколупать. Снизу у нас есть крепление для винта, которое регулирует наклоны, и крепление для потолка. Сама по себе линза вот такая вот, выпуклая. Она небольшая линза, и, честно говоря, из-за того, что она небольшая, у нас небольшой получается эффект линзирования. Что у нас в комплекте? Сейчас мы откроем эту коробочку. Поставляется в такой коробке. Заказывал на Алиэкспрессе. Сейчас увидите, сколько стоит, и ссылочка в описании под видео. В комплекте все, что есть. Пульт. Пульт, где его пульт? Вот такой вот пульт, пожалуйста. Стандартный пульт для проекторов с цифровым фокусом. Здесь нет автофокуса, само собой, нет автокейстоуна, он тоже цифровой. И Android нам как раз и нужен для того, чтобы был цифровой. Именно этот кейстоун и автофокус. Кабель питания, кабель HDMI, самый простой переходник 3.5 на RCA. Больше ничего у нас здесь нет, и в принципе смотреть больше нечего. Мы сейчас его берем, подключаем, ну, во-первых, посмотрим, сколько стоит, и, конечно же, тестируем, а потом делаем выводы. И вот этот вот проектор стоит $144. При этом вот настолько бюджетный, настолько прикольный, что я вам даже передать не могу. Несмотря на его бюджетность, многие могут подумать, и компактность, кстати. Где тут я потерял эти картинки? Тут они сейчас с Алиэкспрессом так все переделали, с этими промокодами дурацкими. Видите, вот, смотрите, нативный 1080p, то есть 1920 на 1080, Full HD, 10 тысяч к одному контраст, 4D Keystone, все это красиво, Hi-Fi спикер, ну, конечно, с процессором чуть-чуть, ну, сэкономили. 1 на 8, это тоже сильно расстраивает, и написано Google Android TV Launcher, оригинальная копия, нифига, там нет Google TV Launcher как такового. Но там есть кое-что другое, что нас очень сильно заинтересовало. 4К поддержка, и она есть. То есть он дает принять 4К, хотя он его потом, конечно, и ужимает до 1080p. Он дает принять чистый сигнал 4К, это факт, это мы заявляем. При том, что он дает принять HDR сигнал. Вот это немаловажный аспект. Он, кроме того, что правильно его принимает, он его еще декодирует, и по сути в HDR роликах, как на внутреннем плеере, так и на HDR принятом сигнале он дает правильную картинку. Вот это вот очень сильно нас подкупило. У него базовая хорошая калибровка по контрасту и по яркости, то есть мы не калибровали, он полностью откалиброван. Хотя некоторым, конечно, на вкус и цвет все фломастеры разные, и все мы это понимаем, что необходимо докалибровывать под свой глаз. Он позволяет калиброваться. Смотрите, 2 метра 65 дюймов, 3,1 метра 100 дюймов, как они заявляют, и 4,85 метров это 155 дюймов. Не назову его сильно короткофокусным, потому что, например, с 5 метров там есть конкуренты, правда, они дороже в 3 раза, могут давать там 200 дюймов экран. Яркость, как они заявляют, 600 ANSI люмен. А ну давайте посмотрим, что они тут еще нам пишут. Нам Bluetooth. Но нет, это все для конкретно внешнего устройства. Где тут еще характеристики? Вот они любят вот эти диваны дорисовывать к этим диванам все. А ну давайте, что они тут пишут? Где тут
Где конкретная яркость? Кроме 600 ансилюмен, которые я находил, я больше ничего не нашел. А ну смотрим. 7000 люмен. Да, все, вот вижу. 7000 люмен для такого компакта достаточно неплохо. Я покажу, я даже снимал, в каких условиях мы делали обзор, для того, чтобы вы понимали, что вы будете видеть. Ребят, ссылки в описании под видео. Вот эта вот цена, она актуальна на момент съемки. Актуальную цену тоже по ссылочке перешли, посмотрели. Также подписывайтесь, нажимайте колокольчик, а мы переходим к тестированию. Друзья, ну смотрите, главное меню, стандартное меню, как для всех китайских проекторов. И, честно говоря, особо рассматривать тут нечего. Я вам объясню, что здесь нам интересно. Сам по себе проектор интересен только в плане того, что Android нам нужен только для того, чтобы работала трапециоидная коррекция, которая в нем есть, и, конечно же, фокус. Фокус у нас регулируется вот таким вот образом, то есть кнопками. Пожалуйста, видите, то есть я нажимаю на кнопки, и все, у нас она в фокусе. В настройках мы можем с вами найти настройки проекции, которые позволяют нам выбирать различные варианты размещения проектора. Это там пол сзади, вернее, там, если его там замонтировать на стену, то есть при различных вариантах монтажа его можно разместить и поменять проекцию. Масштабирование экрана есть. Есть у нас быстрая коррекция трапециоида, это которая по диагоналям, и есть калибровка по 4 точкам. Все очень удобно сделано. Также можно сделать обыкновенный сброс. Автоматической у нас нет, но учитывая цену данного проектора, это все очень хорошо. Управление приложениями есть стандартное о данном устройстве, и тут нет, конечно же, нормальных Google сервисов, то есть это не полноценный Android, хотя в других настройках, знаете, что у нас есть? Смотрите, у нас есть источник питания, тут вообще смешно, Guanyi, AV, HDMI, VGA, USB, либо Guanyi. Вот так вот. Можно выбрать приложение для старта. Это очень тоже удобно. Режим включения, запасные материалы. То есть вот это, конечно, перевод ужасный. Я первый раз такое вижу. Из языков есть только русский, украинского нет, к сожалению. И все, больше ничего нам в настройках смотреть с вами нечего. Для чего тут USB, для чего здесь Wi-Fi? Ну, чисто посмотреть какой-то ютубчик, возможно, IPTV в очень низком качестве, потому что, честно говоря, если запустить сразу YouTube, я никогда не рассматриваю данные проекторы. Мы с вами уже видели его характеристики, и дальше тут смотреть даже нечего. Я никогда данные проекторы не рассматриваю как полноценные какие-то устройства самостоятельные. Нет, эти проекторы должны работать в паре с другими устройствами. И смотрите, то есть если мы с вами включаем, допустим, воспроизведение, вроде бы все хорошо воспроизводит. Давайте посмотрим в настройках и включим не 720p, а вот в чем прикол. Здесь максимально дает нам воспроизводить всего лишь 720p. Очень сильно напрягает. То есть при 720p будет воспроизводить любой, скажем так, проектор, но HD нас не очень устраивает. Да и плюс коннект 36 мегабит на 5 ГГц, который показывает YouTube, нас тоже немножко напряг. Поэтому только для внешних устройств. Но мы с вами здесь должны оценить качество того, что он может воспроизводить. Давайте выйдем по домику. Из стандартных приложений я вас сразу хочу предупредить. У него есть звуковой Bluetooth ввод, его можно использовать как колонку. Давайте я сейчас включу этот режим Bluetooth колонки, и мы посмотрим, как его можно подключить. Так, поиск до LED проектор. Выбираем LED проектор, у нас определяется как наушники. И все, можем включить, чего-то повоспроизводить. Так, сделать пару. Сейчас включим какую-то музычку и послушаем, что у нас получится. А ну, где здесь громкость? Оценим громкость проектора. Сейчас добавим это все дело на телефон. Он не сильно-то и громкий. А ну, сейчас. Да, звук посредственный, поэтому лучше для использования такого проектора использовать какой-то, это вот максимальная громкость его. Как Bluetooth колонка, он, конечно, будет играть, но динамики слабоваты. Мы об этом честно говорим, и вы должны это, ну, скажем так, услышать и правильно воспринимать. Потому что мы говорим вам конкретную правду. Miracast. Есть у нас Miracast. Давайте попробуем закастить сюда какое-то изображение с нашего смартфона. У нас скринкаст работает. Смотрите, он законнектился сейчас с моим смартфоном. Ждем подключения. Вот, пожалуйста, все работает. Обыкновенный скринкаст. Есть AirPin через стороннее приложение. Мы можем с вами просто-напросто брать и транслировать на
этот проектор изображения с любого смартфона. Все, вот вам, пожалуйста, мы это сделали. Хорошо, с этим отлично. Дальше мы будем, вот по приложениям, я вам еще скажу одну такую вещь. Все бы было хорошо, если бы не было так грустно. Есть такой момент, что Netflix это все черное, я даже их рассматривать не буду. Есть Google Play, но я вам объясню, в чем фишка. Я в свое время столкнулся с тем, что в китайские проекторы встраивают вот эту вот старую версию Google Play, для которого еще не нужны были Google сервисы, и, честно говоря, он очень устаревший. Куда он будет вести ваш аккаунт, непонятно, поэтому тоже нужно быть аккуратным с использованием устаревших версий Google Play. И это у нас получается очень устаревшая такая версия. Ну, вот видите, Google Play работает, он тоже своеобразно, капец как. Можно установить Мегугу, можно установить различные фильмовые сервисы, однако вы должны понимать, что DRM L1 у такого проектора нет, поэтому все прям сервисы, которые, вот если вы там, допустим, мечтали о чем-то работать, тут так не будут. Ну и если смотреть на его техническую составляющую, то это Mediatek, как мы видим, платформа 5862, 1 гигабайт ОЗУ на 8 хранилища, всего очень-очень маловато, я вам скажу, и слабовато в плане системы. И, как мы видим, опять же, 4-ядерный Cortex A53 по 1,5 ГГц. И вроде бы и проц более-менее нормальный, Mali G31, но 1 гигабайт памяти портит абсолютно все. Еще и коннект в 5 гигагерцовом Wi-Fi у нас 180 мегабит. Нет, никуда не годится. Поэтому только внешнее устройство. Давайте теперь смотреть на его возможности в качестве изображения. Поддерживает флешки, я SSD-шник к нему подключил. Первое, что мы тестируем, это наличие 24-кадрового режима. Стартуем 24-кадровое видео и фотографируем с выдержкой 1 секунду. К сожалению, у нас нету 24 кадров чистых, но прям вот я вам скажу, выглядит как будто у него есть то ли уплавнялка, то ли что-то, но это не чистые 24 кадров. Ну, то есть это не шахматка. У нас Лиса тут даже прибежала посмотреть, это не шахматка 100%. Перед тестами качества хочу попробовать его возможности в воспроизведении каких-то больших тестовых роликов. Давайте LG Barcelona 4K с внешнего жесткого диска. Оу. Очень неплохо. Слушай, а видео играет громче. Да. Ой, я в фокус полез почему-то. Неудобно. Фокус кнопки внизу, а громкость вверху. Видео играет громче, качество звука более-менее нормальное, но далеко до идеала, очень далеко до идеала. Поэтому делаем тише. И мне интересно по настройкам, есть ли возможность корректировать качество картинки. А ну, сейчас посмотрим. Очень неудобно этот. Субтитры, аудиодорожка, бесшовное связывание. Ага, настройки изображения. И что нам это дало? Есть. Да ладно, Dolby Vision Notification. Что значит Dolby Vision Notification? И мы можем делать с вами тонкую калибровку. У него что, HDR есть? Очень интересно. Сейчас мы посмотрим, как он будет реагировать на HDR ролики. Давайте LG New York. Он декодирует HDR. У него правильные цвета HDR, ребята. Хотите, я вам сейчас покажу. Лиса, ну прячься, если ты не хочешь попасть на видео. Я вам сейчас покажу. Мы тестируем его не в темноте. У нас горит осветитель, и заполненность помещения в освещении где-то примерно на 30-40%. И он при этом очень яркий. То есть он яркий при неполном освещении, мы можем его комфортно смотреть. У него есть HDR, ребята, он декодирует HDR. Хорошо. А ну что там за Dolby Vision у нас выдавало? Сейчас идем. У меня есть, кстати, Dolby Vision тесты. Что он хочет там? Dolby Audio. Ну, для того, чтобы Dolby Audio воспроизводило, я вам сразу говорю, необходимо, чтобы вы использовали MX плеер либо VLC плеер. Тогда будет это. Тогда будет аудио. Нет, Dolby Vision он нас не сигнализирует. Видеоформат не поддерживается, поэтому особо мы на этом не циклимся. Поехали тестировать именно по качеству. По изображению влазит. Слушайте, по яркости. Я думаю, что камера не передаст. А ну, Лена, глянь в камеру. Не передает ничего?
Я думаю, что камера не передаст, но он откалиброван. Самые последние тоже еле видно, левые. Нет, но их видно физически. То есть камера просто не передает. Камера откалибрована. То есть, блин. Базовая и в яркости, и в контрасте. Вот вам, пожалуйста. Вот этого я не ожидал. Не камера, господи, а проектор. Вот этого я не ожидал. Девушки выглядят вполне естественно. Для меня это сюрприз. Для меня это сюрприз. Давайте смотреть дальше. Тестовые картинки, базовые цвета. Белый, смотри, какой белый красивый. Белый прям топ. А знаете, какой эффект у нас создается? То есть обычно мы, когда тестируем, смотрите, как ambient режим, короче, у нас мы листаем, видите, у нас освещение комнаты меняется, вот достаточная яркость у него, и прям вот прям потолок освещает такой, знаете, ambient, яркость действительно прикольная. По цветам очень даже неплохо, зеленый, смотри, какой вообще прям яркий. На камере из-за выпуклости линзы камеры может создаваться эффект неравномерности цвета, но цвет абсолютно равномерный, и то, что вы, может быть, видите с искажениями, это всего лишь искажение самой камеры. Слушай, смотри, какой синий красивый, прям вот электрик, блин. Ну подожди, меня интересует черный. Он в базовой калибровке, все... Вау! Вот реально, я вам скажу, это какой-то близкий к истинному черному. Все цвета откалиброваны четко, все квадраты я вижу. Базовая калибровка в Zatco D5 удивил. Смотри, квадраты видны. Квадраты в прямоугольниках видны. То есть у него все правильно откалибровано. И яркостно-контрастный анализ тоже это подтверждает. Ребят, базовая калибровка у проектора очень даже неплоха. Мы видим все квадраты. Это в черно-белом, в синем, в зеленом, в красном. Все квадраты видны и все, он отлично откалиброван. Теперь по линзированию. Лиса, нужно твое экспертное мнение по линзированию. Сейчас мы посмотрим. Есть, да? Ну, то есть... Что мы в данном тесте смотрим? Мы не смотрим полный эффект линзирования, то есть насколько там сильно размыло или не размыло. Размытие будет всегда, но критическое линзирование мы всегда выделяем. Здесь эффект линзирования в пределах нормы. Линзы полукруглые, выпуклые, линзирование есть всегда. Слушайте, неплох проектор, по качеству изображения прям очень неплох, поэтому с внешними устройствами будет топ. Смотрите, как девушка выглядит, естественно, классно. Вау. Сейчас еще посмотрим на внешнем устройстве. И именно интересно для презентации. Да, действительно хорошо видны шрифт отлично виден. Я вижу с расстояния 4,5 метра от экрана. Проектор стоит 2,5 метра от экрана проектор стоит. Мы видим спокойно десятку. То есть, я вам скажу, а вот такой даже, да, десятка, четко десятка. Все шрифты видны. Ребят, очень интересен проектор, очень интересен. Я хочу перейти сейчас на внешнее устройство и продолжить там. Ну, подожди, Sony Pictures запустим. Он у нас 24-кадровый. Не, ну вот здесь нет уплавнялки. Вот видно, да, видно это продергивание, вот когда дома. Здесь нет уплавнялки, что-то они пытались сделать. Возможно, они это делать пытались под IPTV под 50 Гц, 50-60. Но он отлично проигрывает, 4К ролики тягает. С YouTube, конечно, факапчик, 720p максимально. Лиса, переключай жесткий диск на Xiaomi. Так, при использовании внешнего ТВ-бокса я вижу очень хорошие цвета. Могу сразу сказать, что, скорее всего, базовая калибровка, которую мы сейчас еще и перепроверим, будет в пределах допустимого, в пределах отличного показателя. Смотрите, смотри, какая картинка. Вот реально, это тот ролик, который мы с Лисой снимали вместе для тестов ТВ-боксов и проекторов. Вообще идеальная картинка. Я вам скажу, она примерно такая, как мы ее задумали. Я удивлен, что в Zatco за такие деньги дает такое качество изображения. Здесь это очень-очень нам понравилось. Хорошо. Слушай, а у него HDMI цик работает. Я тебе объясню. Я сейчас управляю проектором, пультом, ой, не проектором, ТВ-боксом, пультом от проектора. Да. Смотрите. Вот он там Лиса спряталась, ее жопка видно. Смотрите, пультом от проектора я управляю внешним устройством. То есть у него есть поддержка HDMI цик, все.
Прям порадовали. А ну, пойдем в настройки, посмотрим, что у нас. Экран показывает. Да, HDMI цикл включен и поддерживает. Так, он дает нам поставить 4К 60 Гц. Само собой, все это будет в downscale идти. Он при этом воспринял сигнал 4К. Это, кстати, тоже редкий случай. Очень редкий. Динамический диапазон. Он нам дает HDR с внешнего устройства поставить. Очень приятный проектор в плане изображения. При этом его цены я прям удивлен. Слушайте, а ну давайте-ка мы сейчас с вами посмотрим по тестовым каким-то делам. Первое, что хочется, запустить какие-то тяжелые ролики именно с HDR и посмотреть, как они здесь будут выглядеть. Ну давайте LG New York 4K. Давайте через Kodi, так, чтобы уже наверняка, было. Потому что Kodi все форматы есть и правильно все выводит. Сейчас попробуем. А ну смотрим. Слушайте, вообще правильные цвета HDR ролика. Смотрим и пробуем, как у нас. Так, смотрите, у нас прожектор опции с внешнего устройства. Есть режим картинки, который мы можем с вами редактировать. Именно настраиваемая картинка, при этом настраиваемая, на секундочку. По бэклайту, по брайтнесу, контрасту, сатурации, шарпнесу, гамма, цветовая температура, формат картинки, мы можем выбирать соотношение сторон. Advanced Video, DNR, MPHNR, адаптивный люмоконтроль, локальный контраст-контроль, DI Film Mode. Да ладно, слушайте, здесь все-таки есть какая-то уплавнялка. PC мод и HDMI режим полный. Color Tuner. Мы можем еще тюнить цвета. 11-точечный белый баланс белого. Я в шоке, ребята, я в шоке. Это реально топовая штука в плане вот самых бюджетных проекторов. Это прям вот топ-топ. Именно за эти деньги я говорю. Давайте мы сейчас попробуем с вами в бурож чего-то глянуть. Меня интересуют какие-то базовые именно цвета. И интересует базовая тоже настройка для внешнего устройства. Он откалиброван. Я редко когда вижу откалиброванные вещи. Да, и здесь тоже полная калибровка, слушай. И контраст, и яркость, и контраст. Смотри, какая цветность вообще. В HDR, блин, прям с внешнего устройства прям топово смотрится. Слушай, все цвета четко разделенные. Редко когда, смотри, все квадраты видны. Я вот прям редко когда удивлен самому такому проектору, самому решению. Все, яркостно-контрастный анализ, вопросов нет. Базовые цвета, вопросов нет. Линзирование, тоже вопросов нет. Оно все в пределах допустимых норм. Ну, по тексту мы уже с вами смотрели, что он подходит для всех вариантов. Ну, давайте дальше. Все, это чистая Full HD матрица. Вау. А вот это, смотри, истинно черный. Здесь как они добились истинно черного на таком проекторе? Объясни мне, пожалуйста. Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Подожди, я хочу еще вернуться к тестовым видео. И мне интересно, я там изменил настройку одну. Мне интересно Sony Pictures. Давайте откроем с Kodi, погоним. Ну, сейчас посмотрим. Мне интересно. Ну, вот они что-то пытались с плавностью сделать. Не очень у них это получилось. Ну да ладно. Слушайте, а ну сейчас посмотрим, а что такое дисплей мод? Что такое настройка дисплей мода? Автоматик, Full, Super Zoom, Unscaled. Все, я понял. Но я вам скажу так. Проектор действительно красивый, именно имеется в виду действительно крут в плане цветов. Если хотите воспроизводить чего-то очень прикольное с внешних устройств, то, пожалуйста, используйте компьютеры, вообще будет кайф. Если вы будете использовать SVP-плеер с уплавнялкой, либо там под-плеер с уплавнялкой, это будет очень-очень красиво. Поэтому мы его сейчас проходим и делаем выводы. В качестве выводов скажу, ребят, вот такой вот проектор за $144, если вы хотите окунуться, скажем так, в эту тему, очень даже классная тема. Я вам серьезно говорю, это базовый стартовый проектор, при этом очень сильно удивляет, что он с HDR10. Это приятно, можно корректировать картинку, можно его калибровать, и самое приятное, что он откалиброван с завода. Поэтому мы рекомендуем именно за эти деньги, дороже он не стоит, за эти деньги прям топчик. А с вами был Bubble на канале Технозон, пока.